дарю вам ритуал с лягушкой. Я еще не раз буду проводить подобные ритуалы, но пока начнем как бы с малого. Итак, друзья мои, вообще любое животное, особенно пресмыкающиеся, особенно животные, которые очень часто имеют дело с водоемами, земноводные и прочее, прочее, они считались, доброй ночи, посредником между духами темных сфер и людьми. Не зря обожествляли, скажем, змеи, не зря лягушку считали символом богатства в Азии. Во всем есть свое объяснение. Но как бы там ни было, часто ведьмы, колдуны делали перекиды болезней на животных, после чего животные умирали. Да, это может звучать жестоко, но если так подумать, уже жизнь человека и жизнь животного – это несопоставимо. Хотя есть люди, которые недостойны того, чтобы из-за них какое-либо животное умерло, чтобы они жили. Тут лягушка нервничает, не может понять, что с ним хотят делать, с ней-то. То есть уже несколько часов смирно сидит, ну, устала, наверное. Ну, выпустим, естественно. Так вот, перекиды болезни и прочее, прочее. Это все один из составляющих магии. Но сегодня я хочу вас научить старинному секрету. Если честно, вот сколько бы вы ни искали в интернете или где-либо еще, очень-очень мало стоящих работ. Реально стоящих, чтобы можно было понять, что там делали в старину и каким образом. Если только из редких книг можно услышать подобные вещи, ну и эти книги тоже очень большая редкость. Итак, я хочу сегодня научить вас, как сделать, как отдать свои бедствия лягушке. Для чего это делается? Когда у человека постоянные трудности, постоянные бедствия, вот наваливаются на этого человека нескончаемые проблемы. И они как бы все время сыпятся, сыпятся, но не заканчиваются. Одно, второе, третье. Либо человек болеет, врачи не могут найти, понять, чем болеет. Либо у человека постоянные проверки, доносы, постоянные как бы ходьба по судам. Одним словом, нескончаемые проблемы, которые в древние времена, в старину на Руси называли горемыка. То есть горе мыкающееся, горе, которое никак не заканчивается у человека. Тогда перекидывали через животное, но чаще всего делали через лягушку, поскольку считалось, что лягушка имеет доступ к водоемам, к болотам, к топям, то через лягушку можно отдать беду и навеки о ней забыть. Если честно, я вот примерно где-то 10 лет назад очень интенсивно искала перекиды болезней или бедствий через лягушку, о котором я читала именно вот как бы в сказаниях, в мифах, там, в фольклоре. Скажу вам честно, не нашла я стоящего такого ритуала. И поэтому моя интуиция, данные мне знания, сила, как хотите, взяв за основу обычаи, обряды, традиции Древней Руси, я создала сама этот ритуал. Этот ритуал помог немалому количеству людей, и я хочу сегодня вам его подарить. Что нужно делать при этом? Вам нужно взять 3 одинаковые монеты. В странах, где нет монет, 3 камня. Ну, например, 3 камня бирюзы или аметист. То есть купить камни полудрагоценные. Она нервничает, потому что здесь свет, зажгли свечу и так далее, переживает. Не понимает, что с ней хотят сделать. Ну, еще и сила, здесь алтарь. Хотя сидела смирно вообще.
Лягушку можно взять, конечно, и пожирнее, и побольше. И жабу можно взять без разницы. Просто мы поймали, какую поймали. Это уже третья наша лягушка. И, наконец-то, я нашла время все-таки сегодня снять. Еще мы насторожились, поскольку вы знаете, как быстро воруют мои труды. Мы просто подумали, я сказала про лягушку, сейчас они возьмут, какую-нибудь хрень снимут про лягушку и выставят. Представляете, чтобы потом сказать, что я у них своровала. Поэтому мы быстренько ее сняли. Да не жалко ее, ничего, мы ее не собираемся съесть. Не собираемся перекидывать на нее болезни, и с ней ничего не случится. Мы просто ее отпустим, и все. Мы сделаем магическое действие всего лишь. Если бы вы знали, как эти древние, старинные вообще обряды или ритуалы построенные, написанные на старинных знаниях, если бы вы знали, как они работают, вы не представляете. Смотрите, в каких случаях можно делать этот ритуал. Если постоянно сплетни на работе, вот вас сжирают, съедают, да, не дают житья. Этих лягушек, дорогие друзья, вы можете найти хоть зимой, потому что вы знаете, что в городах, где невозможно лягушек поймать, но этих лягушек можно купить в этих специальных магазинах. Ну, возьмите экзотическую лягушку, в конце концов. Ладно уж, отдадите вы за эту лягушку там 2000 рублей. Но зато избавитесь от всех своих бедствий надолго. Да, она будет жить, никто ее не собирается убивать. Такие вещи я не сделаю, естественно. Уж тем более принародно. Лягушкой лечили грудную жабу, лягушкой лечили ангину, ложили лягушку на горло ребенку, например, да, наговаривали и откладывали в сторону. Я лично видела у своей наставницы в республике Коми, господи, как лягушка и сдохла. И это было жуткое зрелище. Она умерла просто. Такую здоровую, прям помню, такую каштановую типа жабу. Ее прям положили, она как будто из теста, вот прям прилипла такая вся противная. Но она, значит, начитала, так прижала ее рукой чуть-чуть, чтобы она не убежала. Начитала на этого лягушку эту. Да, пойдет похвастать, что у самой Хосроевой побывала. Этой лягушке, может быть, много и завидует. Начитала на лягушку, или жаба была коричневая, хрен его знает, что это было. И вы знаете, лягушка квакнула так полголоса и вот отключилась. А потом она подняла, значит, положила в эту чашу там и говорит, выкиньте, все. Я говорю, а что с ней? Говорит, умерла и сдохла, что? Все. Взяла у ребенка ангину, все. У ребенка постоянно была ангина. Перекиды болезни на лягушек делаются. Итак, дорогие друзья, если у вас постоянные неудачи, вот деньги все время приходят вот в никуда, или не можете найти общий язык дома, вот все время ругань и так далее. То есть вот собрать воедино это все, отдать лягушке и отпустить. И следом нужно 3 монеты. Вот вы банку взяли, да, ее как начитали, поставили банку, 2 свечи черный алтарь. И обязательно трава либо полынь, либо зверобой, либо могильник. Вот эти травы. Зажигайте траву, читаете 6 раз, взяли лягушку на улице. Вот я здесь специально дырки сделала, чтобы он дышал. Значит, забрали на улицу, открыли, перевернули. Она, значит, начинает скакать, убегать. Вы следом кидаете эти монеты и говорите, за твою службу тебе уплочено. Отворачиваетесь и уходите. И через некоторое время у вас начнется вот резкие перемены. Вот это все вот скопление всего, оно начнет уходить, потому что вы, понимаете как, на энергетическом уровне, ведь магия, заговор, это все творится на уровне энергии. Вы создаете реальность в голове и в тонком мире, а потом это переходит в мир реальный. Вы вот на уровне энергии тонкой собрали эту беду и отдали лягушке. И она унесла с собой. Она это забрала. Так вот, берете и отдаете лягушке. Она ускакала и забрала с собой ваше бедствие. И следом кинули
Нет, если личная жизнь, это не подходит. Вы внимательно слушайте. Это не панацея от всех бед сразу. У вас в жизни не появятся миллионы, богатые женихи и все такое. Вы слушать научитесь, когда все время бедствие, бедствие и надоедает, не знаешь, с какой проблемой справиться. Это все остановит. Вам даст время, возможность почиститься, прийти в себя и так далее. Тормозит этот процесс, остановит, а может навсегда уберет. Итак, и следом кидайте и говорите: за твою службу уплочено. В старину на Руси лягушек называли квакши. Неважно, мужского пола лягушка, женского, называйте квакша и подруга. Сейчас вы узнаете почему. Дальше. Значит, вот начитали, вывели лягушку, кинули, откупились. Эти свечи догорают. Эти свечи просто можете выкинуть. То есть здесь уже не имеет никакого отношения, никакой разницы. Начнем. Темной ночью творю ворожбу. Через живую душу снимаю свою беду. Коремыку и бедолику. С дома и судьбы убираю, в невидимом мешке запираю и квакше болотовне вручаю. Квакша, квакша, хладнокровная сестра, соратница, друг. Бери мою беду, бедовну, горемыку плаксивую, маяту-суету, лихую судьбу, безденежье и кручину, да злую пучину. Собираю я в темный час все лихое со своей судьбы и вручаю квакше. Неси, квакша, мою ношу и в болоте утопи. Горе и бедность, маяту, суету, горемычную беду. Топи в болоте зыбучем, в долоте сыпучем, где люди не ходят, где кони не бродят, гады не ползают, птицы не летают. Там сгинет горемычная беда, дороги обратные забудет. Освободит меня квакша от бед, пойду я из тьмы в свет. Асоир, Вехамо, Альм, Бусрам, Сиям, Самата. Сказано, сделано, заклято. Это древние слова, о которых вам знать не обязательно. Итак, полегчает мгновенно. Дома начались ссоры, начались какие-то ругани, начались проблемы с деньгами, началась неразбериха, началось что-то непонятное. Отдайте квакше все свои бедствия и отпускайте. Еще раз говорю, в городах тоже не проблема. Рептилии заказать можно по интернету лягушку. Привезут домой, начитайте и отпустите. Все, ничего с лягушкой не случится. Она просто уйдет и заберет ваше бедствие в болото. Она сама будет жить. Это не перекид. И это не убийство лягушки. Это просто отдать через лягушку силам преисподней все ваши бедствия. Еще раз читаем. Темной ночью творю ворожбу. Через живую душу снимаю свою беду. Горемыку и бедолику. Бедолика лицо беды переводится. Так называли беду. С дома и судьбы убираю, в невидимом мешке запираю и квакше болотовне вручаю. Квакша, квакша, хладнокровная сестра, соратница, друг, бери мою беду бедовну, коремыку плаксивую, маяту и суету, лихую долю, безденежье и кручину, да злую пучину. Собираю я в темный час все лихое со своей судьбы и вручаю квакше. Неси, квакша, мою ношу и в болоте утопи. Горе и бедность, маяту, суету, горемычную беду.
Топи в болоте зыбучем, в долоте сыпучем, где люди не ходят, где кони не бродят, гады не ползают, птицы не летают. Там сгинет горемычная беда, дороги обратные забудет. Освободит меня Квакша от бед, пойду я из тьмы в свет. Асоир, Вехамо, Альмам, Бусрам, Сиям, Самата. Сказано, сделано, заклято. Ну, как я вам говорила, постепенно я буду вам дарить все сильнее и сильнее ритуалы. Нужно к этому подготовиться постепенно. Еще раз читаю. Темной ночью творю ворожбу, через живую душу снимаю свою беду, горемыку и бедолику. С дома и судьбы убираю, в невидимом мешке запираю и квакше болото не вручаю. Вы заметили, как складно у меня всегда получаются ритуалы? Я сама не знаю, откуда это. Вот сяду, напишу, вот идет и идет, как будто кто-то мне просто подсказывает со стороны. Потому что они через меня передают просто, вот и все. Никакой цвет не имеет значения, ерунду не пишем. Все, обычная лягушка или жаба. Можно хоть и экзотическая, не имеет значения. Пойдем дальше. Квакша, Квакша, хладнокровная сестра, соратница, друг. Бери мою беду, бедовну, горемыку плаксивую, маяту, суету, лихую судьбу, безденежье и кручину, да злую пучину, собираю я в темный час, все лихое со своей судьбы вручаю Квакше. Неси, Квакша, мою ношу и в болоте утопи, горе и бедность, маяту, суету, горемычную беду. Топи в болоте зыбучем, в долоте сыпучем, где люди не ходят, где кони не бродят, гады не ползают, птицы не летают. Топи, там сгинет горемычная беда, дороги обратные забудет. Освободит меня Квакша от бед, пойду я из тьмы в свет. Асоир, Вехамо, Алим, Бусрам, Сиям, Самата. Сказано, сделано, заклято. Дело в том, что когда я переписываю в другие книги теней, чтобы потом передать. У меня такой ужасающий почерк, что иногда я сама не разберу, какие слова я там написала. Представляете? Но если только я наизусть знаю, вспоминаю и говорю. И еще раз прочитаем с вами. Темной ночью творю ворожбу. Через живую душу снимаю свою беду, горемыку и бедолику. С дома и судьбы убираю, в невидимом мешке запираю и Квакше болото не вручаю. Квакша, Квакша, хладнокровная сестра, соратница, друг. Бери мою беду бедовну, горемыку плаксивую, маяту, суету, лихую долю, безденежье и кручину, да злую пучину. Собираю я в темный час все лихое со своей судьбы и вручаю Квакше. Неси, Квакша, мою ношу и в болоте утопи. Горе и бедность, маяту, суету, горемычную беду. Топи в болоте зыбучем, в долоте сыпучем, где люди не ходят, где кони не бродят, гады не ползают, птицы не летают. Там сгинет горемычная беда, дороги обратные забудет. Освободит меня Квакша от бед, пойду я из тьмы в свет. Асоир, Вехамо, Алим, Бусрам, Сиям, Самата. Сказано, сделано, заклято. Лягушка затихла, да, она успокоилась. Потому что, когда вы говорите над живой душой, это не, знаете, это не вы лягушке говорите, да, а это идет на подсознательном уровне приказание живому существу, что он должен делать. Помните, когда львы освободили девочку, многие говорят, это легенда придумана, это реальность, это реальный факт. Так вот, вы думаете, львам очень нужно освобождать человеческого детеныша? Многие профессора пытались понять, почему это произошло. Кстати, видео было, не только как бы фотографии.
Многие профессора пытались объяснить, мол, когда девочка заплакала, львы подумали, что это детеныш, пошли защищать. Ничего подобного, львы ничьих детенышей не защищают, даже детенышей там прежних вожаков убивают, и вы это знаете прекрасно. Так вот, какая-то сила руководит живыми существами, и они это делают, понимаете? Итак, потом, когда вы 6 раз прочли, кстати, не читайте, как я, сидя, потому что я сейчас просто учу. Вот так берете и вот так вот читаете, вот как глядя на лягушку, вот так вот сверху можете читать, близко читайте, читайте, то есть даете установку лягушке. Потом выносите лягушку, успокоилась лягушка вроде. Открывайте банку, в речку нельзя, нужно на землю. Слушайте внимательно. Значит, перевернули там так мягко, спокойно, здравствуйте. Ну, перекинули там на землю. Все, лягушка побежала, вы следом кидаете 3 монеты и говорите, лучше за ворота, если вы живете в частном доме, за ворота выпускайте его, потому что она должна забрать с вашего дома все. Кидайте, говорите, за твою службу уплочено, отворачиваетесь и уходите. И буквально за вот день-два вот эта всякая буря утихнет, успокоится и на работе, и в семье, и все такое. Это сильные работы. Через живых душ творятся очень сильные работы. Единственное, что мы забыли с вами в разговоре, это мы забыли зажечь полынь. Вот, а его надо зажечь обязательно. Давайте зажжем и уже с зажженной полынью еще раз прочитаем. Темной ночью творю ворожбу. Через живую душу снимаю свою беду. Не бойся, Квакша, не бойся, огонь. Он перепугался, лося. Темной ночью творю ворожбу, через живую душу снимаю свою беду, горемыку и бедолику. С дома и судьбы убираю, в невидимом мешке запираю и Квакше болотовне вручаю. Квакша, Квакша, хладнокровная сестра, соратница, друг, бери мою беду, бедовную, горемыку, плаксивую, маяту, суету, лихую долю, безденежие кручину, да злую пучину. Собираю я в темный час все лихое со своей судьбы и вручаю Квакше. Неси, Квакша, мою ношу и в болоте утопи. Горе и бедность, маяту, суету, горемычную беду. Топи в болоте зыбучем, в долоте сыпучем, где люди не ходят, где кони не бродят, гады не ползают, птицы не летают. Там сгинет горемычная беда, дороги обратные забудет. Освободит меня Квакша от бед, пойду я из тьмы в свет. Асиор, Вехамо, Альм, Бусрам, Сиям, Самата, сказано, сделано, заклято. Так. Конечно, мотают нервы. А кто сказал, что будет легко? Любой человек поднимается по лестнице жизни, он должен быть готов. Он должен быть готов и к подлости, и к нервам, и к воровству, и к грязи, к чему только он не должен быть готов. Понимаете? Так что это нормально. Это жизнь сильных личностей. Тут ничего удивительного нет на самом деле. Просто надо жить и бороться со всякой мразью. И говорить с ними на их языке. Все, дорогие друзья. Значит, завершаем работу. Я сейчас Унису Квакшу освобожу, откуплюсь. И если будет время и силы, еще проведу кое-что. Всем удачи!